Всем привет! В этом уроке я покажу, как создать главное меню в вашу игру. Для начала давайте перейдем в папку Main Menu, которую мы специально создали для нашего урока. Нажимаем «Добавить», нажимаем «Уровень», дадим ему название Level Main Menu. Открываем. У нас открывается пустой уровень, на котором ничего больше нет. Давайте теперь далее создаем нам виджет, то есть нам нужно создать User Widget. Назовем его WBP Main Menu. Открываем. И здесь теперь можно настроить непосредственно вид нашего главного меню. Перетаскиваем сюда Canvas Panel. Перетаскиваем сюда Vertical. Добавим сюда Vertical Box. Так, где он у нас? Vertical Box. Угу. Давайте немножко его зададим ему размер. Сделаем ему якорь слева. Добавим отступ по вертикали. И давайте сюда добавим нам кнопки. Кнопка 1. Кнопка, давайте пусть будет 2. То есть первая кнопка у нас будет называться Button Start. Давайте дадим ей название. Это будет кнопка начала игры. Вторая кнопка у нас будет называться Button Exit. Кнопка выхода из игры. Так. Давайте перетащим так, как надо. Так, давайте зададим немножко отступы. Давайте 50 здесь сделаем отступ. И также 50, да. Давайте еще это позже, вернемся к этому позже. Так, теперь нам нужно добавить текст на наши кнопки. Перетаскиваем текст сюда. Перетаскиваем текст сюда. Давайте где нажать на начало игры напишем «Начать игру». У вас это может быть загрузить игру, продолжить, там, открыть сохранение и так далее. Давайте выровняем ее по центру. Так, и здесь напишем «Выйти из игры». Также по центру сделаем. Все, вот примерно вот такой вот вид. Так, теперь нам нужно настроить логику. То есть при нажатии на кнопку Start мы нажимаем на кнопку, прокручиваем здесь вниз, у нас тут есть уже заготовленные события. При нажатии OnClicked нажимаем на плюс, появляется вот такая нода, мы переходим в граф нашего виджета, вытягиваем отсюда Open Level by Name. То есть нам нужно здесь написать название нашего уровня, который должен загружаться при нажатии на эту кнопку. Давайте будем загружать наш вот этот уровень. Окей. Enter. Так, и теперь при нажатии на кнопку выхода из игры точно так же нажимаем здесь OnClicked и делаем здесь, тянем ноду Quit Game. В принципе, все. Так, теперь смотрите, для того, чтобы это главное меню у нас запускалось автоматически в начале игры, нам нужно зайти в настройки проекта, перейти во вкладку «Карты режима» или Maps, и здесь выбрать нам уровень, который мы только что создали. То есть по умолчанию он у вас стоит, здесь выбран тот уровень, который вы создали в самом начале, либо если это был базовый, если это был проект со стартовым контентом, то там тоже должен быть базовый уровень какой-то. То есть выбираем здесь уровень нам нужно, и здесь это карта при запуске самого Unreal Engine, это карта при запуске игры. То есть нам надо выбрать здесь главное меню. И еще один нюанс, то есть нам нужно сделать так, чтобы при создании игры нам этот виджет появлялся на экране. То есть нам нужно здесь перейти в blueprint уровня, то есть у каждого уровня есть свой blueprint, в котором также можно прописывать какую-то логику на event tick, либо на начало игры вешать. Тянем отсюда create widget. Создаем тот виджет, который мы только что создали. WBP Main Menu. И сразу же добавляем его во viewport. Не отсюда, лучше отсюда тянуть. Это viewport. Теперь смотрите, для того, чтобы у нас появилась мышка при начале игры, нужно сделать еще одну вещь. То есть нам нужно здесь вызвать getPlayerController. И у него есть такая нода, как setInputMode. То есть нам нужно задать, как мы будем управлять в этой игре. Чем мы будем управлять, мышкой, клавишами или так далее. То есть у нас есть game only, то есть когда можно только бегать клавишами, двигать мышкой, либо
UI only, то есть когда мы можем нажимать по кнопкам мышкой. То есть нам нужно именно вот такой вот режим. Тянем сюда. И также нам надо сделать так, чтобы было видно саму мышку. Set Show Mouse Cursor. И ставим галочку сюда. Давайте вот так это сделаем. Будет чуть-чуть повыше. Скомпилируем, сохраним и давайте запустим. Вот у нас открывается наше главное меню. Тут есть кнопки «Выйти из игры», мы выходим из игры. Если нажимаем «Начать игру», у нас загружается наш уровень. Но видите, теперь у нас не вернулось управление игроком, так как надо заново переопределить input мод. Поэтому снова заходим в наш виджет, открываем. И при загрузке игры нам нужно вернуть управление игроку. То есть также здесь возвращаем get player controller, берем, вызываем точнее, ставим set input mode game only. Тянем сюда. И точно так же нужно спрятать теперь мышку. Set show mouse cursor и убираем галочку. То есть вот так вот это все делаем. Давайте выровняем, подвинем. Как-то так, скомпилируем, сохраним. Давайте запускаем. То есть смотрите, у нас тут есть, вот, нажимаем начать игру. Теперь нам вернулось управление и исчезла мышка. Все, можем теперь также играть, как раньше. По аналогии можно создать еще один виджет, то есть уже виджет паузы. То есть при нажатии на какую-то кнопку в игре будет открываться виджет паузы, где будут такие же кнопки «Выйти из игры», «Выйти в главное меню». И, соответственно, при нажатии на кнопку «Выйти в главное меню» мы будем точно так же открывать уже уровень main меню, который мы создали. Ну и давайте я покажу еще одну фишку, как можно сделать чуть-чуть поинтереснее. То есть, смотрите, давайте мы переключимся в режим без освещения и добавим сюда нашего персонажа. То есть, смотрите, сначала нам заходим во вкладку «Параметры мира» и убираем здесь весь игровой режим. Ну или давайте какой-нибудь выберем Game Mode. Давайте, допустим, Game Mode. Так, тут никакого у нас спауна нет. Давайте выберем просто Known. Давайте добавим сюда какого-то человечка нашего. То есть давайте сначала добавим ему плоскость, на которой он будет стоять, да? Так, давайте Level Prototyping, Meshes. Давайте добавим сюда кубик. Перекинем его в начало координат. Сделаем его пониже. Ну, давайте просто вот площадка, на которой он будет стоять. Вот как-то так, да? Так, и теперь давайте еще добавим сюда нашу камеру. Какую-нибудь камеру. Так. Ну, давайте будет какая-нибудь синематичная камера, да? Так, и добавим сюда также нам какого-то персонажа. То есть, ну, по умолчанию можно выбрать нашего игрового персонажа. Да, теперь давайте еще добавим какой-нибудь источник освещения, потому что у нас по факту нет никакого освещения здесь. Давайте подвинем его чуть-чуть сюда. Теперь включим освещение. Повернем, чтобы сверху на нашего персонажа светил какой-то свет. Вот так вот. Давайте сделаем сначала прям над головой. Нашего персонажа давайте развернем. Теперь давайте чуть-чуть еще подвинем освещение, сделаем его чуть повыше, подвинем чуть сюда, сделаем как бы немножко сбоку. Так, тут не работает так. Давайте сделаем как бы под углом чуть-чуть, вот так, и еще немножко сместим сюда. И теперь подвинем камеру, так, чтобы мы видели нашего персонажа, чтобы он был где-нибудь справа чуть-чуть, да? Вот как-то так. Можно даже чуть-чуть опустить. Ага, сохраним. И теперь в блупринте нашего уровня открываем. Теперь смотрите, на Event Begin Play у нас есть, мы можем сделать так, чтобы мы видели сразу вот это вот окошко, то есть переключили вид на вид из этой камеры. Нам нужно выделить эту камеру,
И в блупринте нашего уровня сразу появится вот здесь вот такая вот, если мы нажмем правой кнопкой, появится такая ссылка, то есть добавить ссылку к нашей камере. И отсюда тянем Set View. Правой кнопкой мыши сначала нам надо выбрать так, Set View Target. Где? Не здесь. Get Player Controller. Set View Target with Blend. Так, вот нам, то есть вот так вот нужно вытянуть сюда эту ноду, поставить. Угу. Камеру подключаем сюда. Скомпилируем, сохраним. И теперь смотрите, что мы видим. Когда мы запускаем игру, у нас получается вот такой вот виджет с динамическим каким-то изображением. То есть тут нужно слегка подстроить еще, подкрутить настройки камеры. Поэтому можно перейти сюда, открыть вкладку линза, объектив, и давайте ему сделаем фокусное расстояние. Вот Focus Settings. И можно, то есть, либо вручную его подвинуть, либо нажать пипетку и выбрать актор, на котором он будет автоматически фокусироваться. Давайте посмотрим, что из этого вышло. То есть уже получше немножко фокус. То есть смотрите, вот у нас освещение. Также можно это все настроить. Можно сделать ему такой слегка приглушенный свет. Давайте 10 сделаем, чтобы не слишком это било по глазам. И давайте все-таки фокус настроим вручную. То есть если я буду уменьшать, то фокус у нас будет ближе становиться. Как-то так, так. Я думаю, примерно вот так. Давайте сохраним, посмотрим, что из этого получается. То есть вот так вот, вот такая вот у нас картинка получается. Тут, соответственно, также можете... Ну, можно было бы пойти по простому самому пути, просто сделать какую-то картинку и добавить ее в виджет. Но если вы хотите какой-то динамический вариант сделать, то можно сделать это как-то вот так. Также можно персонажа даже слегка покрутить. То есть сделать, чтобы он как-то стоял вот так вот, например. Вот, ну, примерно вот такой вот вариант можно. Ну, на этом видео, я думаю, можно закончить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока, до встречи в следующем видео.